Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы из Гомеля приехали в город Брест. И сегодня мы отправимся на интересную экскурсию в Беловежскую пущу. Но перед тем, как отправиться в приключения, хочу показать вам наш отель, который называется «Статус». Это отель бизнес-формата. Посмотрите, какие красивые у них надписи, вывески, гастробар, где мы сейчас будем завтракать, и сам отель «Статус». Мы приехали в этот город в 6 утра, и что вы думаете, нас заселили. Хочу показать вам, как внутри стильно, красиво, кожаная мебель, качественная. Девушка на ресепшене готова всегда помочь. Зону ресепшена украшают красивые кашпо. На первом этаже помимо ресепшена также находится гастробар, где мы сейчас будем завтракать. Только сначала хочу вам показать наши номера, поэтому сейчас мы поднимемся на наш этаж, на второй этаж. Каждый этаж украшает интересные фотографии из различных стран. О, кафе Шерлок Холмс. Это комната наших мальчиков, но сначала я вам покажу нашу комнату. Так можно ходить по этажам вместо галереи и смотреть на интересные фото. Время 5 утра, нам дико повезло, что нас уже заселили в нашем прекраснейшем. Он красивый, стильный, необычный. Посмотрите, какая здесь и дизайнерская мебель, и интерьер. Огромнейшая плазма стоит в нашей комнате. Посмотрите, лампочки очень красивые. Это, кстати, отель бизнес-класса, поэтому здесь останавливаются не только туристы, но и те, кто приехал сюда на какие-нибудь выставки, конференции. Безумно красивая обстановка. Двухспальная кровать с удобнейшим матрасом. Такая, знаете, вот и стиль такой, знаете, вот прям яркий, интересный. У кровати тоже, видите, есть и бра, и розетка, и выключатели. Сейчас вы можете даже наблюдать рассвет за окнами панорамными. Все стиленько, уютно. Посмотрите, и креслица. Давайте пройдем в душевую комнату. В душевой комнате новая сантехника, есть шампунь, кондиционер, гель для душа и огромное просто зеркало на пол, знаете, душевой. Это очень, конечно, удобно. И подсветка у него есть дополнительно, которую можно включить, и зеркало косметическое, фен, раковина, тапочки, полотенчики, все очень весьма продумано. Вот, также есть шкаф раздвижной. Так, ну нашу комнату показали, сейчас пойдем в комнату наших мальчиков, которые проведут нам экскурсию, или, по крайней мере, попытаются, потому что все после поезда убитые. Так, вторая комната у нас трехместная. Все сидят, делают вид, что они работают. Также двухспальная кровать, тоже очень все стильненько, красиво.
Али, как самый важный человек, занял большой рабочий стол. Кстати, водичка, смотрите, тоже здесь качественная. Телевизор, картины, диван, чтобы разместить третьего человека. Обратите внимание, какая пантера. Да, в нашем комнате тоже пантера. Красивая люстра. А также есть шкаф. Раздвижной, предусмотрены вешалочки. И душевая комната чуть-чуть побольше, чем у нас, но практически такая же. Поэтому мы сейчас с ребятами будем отдыхать. Ребята, через час встречаемся на экскурсии. Кто у вас ответственный за подъем? Кирилл Игоревич, салют. Артем, назначили тебя. Да, отлично. До встречи. Очень модное и стильное кафе, где проходят завтраки. Сразу при входе пахнет кофе. Тоже красивый, безумный дизайн. На каждом столе цветочки. Здесь ребята сидят. Ну что, ребята, готовы к завтраку? Всегда готовы. На завтрак предоставляют меню, из которого можно выбрать различные вариации завтрака. Например, какое-нибудь блюдо из яиц, каша на выбор, десерт, напитки, кофе, чай. Все вот так вот выглядит. Сейчас я сделала выбор за себя и за Кирилла. Ребята тоже отдали свои листочки, и мы ждем наш великолепный завтрак. Практически все из нас выбрали яйца пашот, просто с разными дополнительными колбасками, беконом. Как они называются? Естественно, блин. Еще одно блюдо у нас каша. Подается в очень красивых блюдах. Да. Вот это И гречка. с молочком. И с крендельком. Бом-бом-бом. Кто-то у нас заказал запеканка. Кирилл, такой надежды. Без запеканки, со сгущенкой. Блинчики. Так, и последнее у нас ожидание. Ой, мой йогурт с гранолой, чудесно. Спасибо. Йогурт с гранолой. Все, мы с ребятушками доедаем и бежим в автобус. Мы просто выбегаем из отеля. Выбегаем. Здесь у нас уже заждалась Екатерина. Поедем мы вот на таком комфортабельном автобусе. Предостаточно мест. Сейчас мы приехали на некоторую экспозицию, посвященную Беларуси, местным овощным дарам. Здесь у нас и огурцы сорта фэншуй, это я знаю, потому что мама Кирилла выращивает такие огурчики, тыква. Здесь можно сфотографироваться, представить себя местным жителем этой замечательной страны. Здесь крепость, на которой написано «Хвала хлебу», выполненная вся из соломы. Ну, сделано очень интересно, знаете, так прям вот по-семейному, добродушно, как-то все по-простому. Как-то вот такая вот добрый такой городок, который вас встречает. Мы остановились буквально на несколько минут здесь. О, подсолнушек. И едем уже дальше. Сегодня у нас большой план. Мы поедем смотреть Беловежскую пущу. Все, сфотографировались? Да. Вот такой вот замок из сена. Передвигаемся мы на комфортабельном минивэне. Наш гид Екатерина рассказывает по дороге нам полезную информацию о Беларуси, о Бресте, о Беловежской пуще. Поэтому залезаем обратно и едем дальше. Сейчас мы остановились возле стелы, которая символизирует въезд в Беловежскую пущу. Здесь изображен зубр, красивая надпись.
И совсем рядом еще одна скульптура, скульптура оленей. Они стоят по обе стороны дороги, встречают и провожают всех гостей, которые въезжают в Беловежскую пущу. Сейчас мы берем билет в музей природы. 7 белорусских рублей стоит с человека. Также вот прескурант на другие услуги мы видим. Граница самая настоящая, с газонной судовой полосой, с колючей проволокой, и зубры делятся на польских и на белорусских. Мы находимся сейчас в южной части, вот в этом вот месте. Каменюки, ну эти все так радуются и уже место затерли. Также, когда пущу поделили на две части, ранее основным административным центром было местечко Беловежа. Он остался этот поселок на польской стороне. И было принято решение, что наиболее адаптировано для посещения туристов. Сейчас наш гид Екатерина рассказывает нам историю Беловежской пущи, о том, что национальный парк располагается на территории двух государств, это Белоруссия и Польша. Мы находимся недалеко от деревни Каменюки. Смотрите, какого красивого ужика мы здесь встретили. Я чуть не наступила даже на него. Симпатяга. обед. Сейчас мы наблюдаем за гербом Беловежской пущи. Как видите, главное его животное — это зубр. Все это изображено на многовековом зубре и Каменницкой башне. Кстати, на территории Беловежской пущи находится несколько отелей, есть санаторий, есть всякие трекинговые тропы, поэтому здесь вы можете приехать, отдыхать, придумывать себе развлечения хоть каждый день, потому что здесь есть и музей, и заповедник, и много всего интересного. Когда очень много у нас становится оленей, он идет, олень по лесу, он на высоте своей верхушки морды обкусывает молоденькие деревья. Только что мы побывали в музее природы, нам провели там экскурсию, рассказали об экспонатах, о животных. Очень красивый на самом деле музей, очень много чучел животных, рассказали их среду обитания. Вот представительница Али Габиб сейчас поделится своими впечатлениями. На самом деле я совершенно забыл, но я был в этом музее 10 или даже более лет назад. Он в 2009 году открылся, вот я или в 2009 или 2010 году здесь был. Фантастический музей, во второй раз производит колоссальное впечатление. Здесь можно и какие-то интересные факты для себя открыть даже тем, кто в целом и в ботанике, и в зоологии достаточно прошарен. Вот. И каждый раз сюда приятно вернуться, очень атмосферно, звуки, в осознанные именно условия, разные зоны климатические. Ну, в общем, замечательно. Я в огромном восторге повторно, поэтому рекомендую вам. Да, ну а вскоре мы, надеюсь, прогуляемся и, может быть, кого-нибудь из обитателей, да, которые здесь были представлены, увидим своими глазами. Сейчас мы вновь находимся перед кассами, приобретаем билеты в 3 точки. Это археологический музей под открытым небом, обзорная экскурсия по Беловежской пуще, а также вольер с животными. Мы сегодня посетим именно 3 этих места.
Получается, мы за входные билеты отдали 150 рублей за 5 во все 3 точки. Сейчас мы проезжали лесной массив Беловежской пущи. Нам рассказывали много исторических фактов о растениях, которые здесь, о природе. Множество людей здесь катаются на велосипедах. Кто-то, как мы, проезжает на автомобилях. Сейчас мы доехали до водохранилища. Очень живописно. Красивые виды, природа, воздух. Сейчас увидели, как Вон по он, воде вон он, плывут смотри. два ужика. Вот. Очень круто. Смотри, 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 смотри. Сейчас мы подъехали к дереву-великану, дубу, которому больше 600 лет. Его диаметр в районе 2 метров. Смотрите, какое гигантское дерево. Высота около 31 метра. Давайте, выстраиваемся, пытаемся его обнять. Али Габибович, за Динар держитесь, ну-ка, смотрите. Вот, получилось. Где? Получилось. Серьезно, это мы все Да, вместе, у нас да? получилось 5 человек, как раз удалось обнять диаметр этого огромного великана. А вот этот Кирилл с Томой сейчас насыщаются энергией. И сейчас нам Людмила Викторовна, экскурсовод, которая проводила экскурсию по музею, она поехала с нами на автомобиле и рассказывает много интересных фактов о лесном массиве. Сейчас мы с нашей группой приехали в зону вольеров. Будем наблюдать и даже кормить некоторых животных. Здесь мы видим бурых мишек. Ее Маша зовут. Маша, вот такое имя. Кинули сразу ей кусочек еды. Вот так вот медведь Маша поедает курочку. Но стоит отметить, что в самой Беловежской пуще бурые медведи уже не водятся. Они здесь были, насколько мы знаем, до середины 19 века, а потом их не стало. Поэтому можно наблюдать их только в вольере. Вот это она позирует. Повторюсь. Наверное, видишь, как она позирует. Это кто у нас? Это волк европейский. Ничего себе. Ловим слеты. Ого, красавчик. И пока мы гуляем по вольерам с животными, еще хочу немножко рассказать полезной информации.
Мы здесь путешествуем с индивидуальным туром. Чтобы ездить на автомобиле по территории, по лесному массиву, нужно оформлять специальный пропуск. Но для туристов существуют другие 3 способа передвижения, способа увидеть этот лесной массив. Первый способ – это пешеходный. Есть специальный пешеходный маршрут, он порядка 6 километров. Второй способ – это велосипед, который можно арендовать прямо у въезда в Беловежскую пущу. Там маршрут уже начинается от 10 километров. И третий вариант – это экскурсионный автобус. Экскурсионные автобусы, насколько я знаю, насколько я понял, 2 раза в день бывают. В 11 и в 14 часов они собирают туристов и по территории лесного массива провозят вас, показывая основные точки. Вот такие направления существуют на территории Беловежской пущи. Видите, она мне руку засасывает. Лошадки у нас кушают сушки. Причем с А если я удовольствием. кину, интересно, они будут? Хочешь? Зачем кинуть, да, в рот, пожалуйста? Не-не-не, стрёмно. Ясно. Боже, посмотри на ее руку. Она засунула руку, тебя видела. Дома он не поможет. Смотри, она еще просит. Вот это у тебя кариес, конечно. Сейчас мы подходим, пожалуй, к главному обитателю Беловежской пущи. Хоть и в вольере мы его увидим, но все же. И это никто иной, как зубр. Он совсем близко к нам уже подходит. Кинь туда. Ну, не получилось. Подожди. Он съел мою сушку. Видели? Я думала, он даже ее не увидел, а он такой смотрит все. Где там ему дали что поесть? О, другие ребята как посмотри. Смотри, сколько он тебя зовет. Пробить может забор, пойдем. Ну, они ко мне пришли. Вот так вот. Ого! Он знал, что там сушка лежит. Он перелез. Не, только есть руку. Дрессировать нужно. Вы знаете, они флегматичны. Есть, правда, опасные. И в вольере представлено 6 зубров, несколько самцов, несколько самок. И самцы зубров могут достигать веса до 1,5 тонн. Но сейчас, в летний период, их можно наблюдать лишь в вольере, потому что в летний период им достаточно еды, и они находятся глубоко в лесу и не выходят к дороге, а в зимний период их подкармливают. Поэтому, если вы приезжаете в Беловежскую пущу в зимний период, то у вас есть большой шанс увидеть зубров именно в лесном массиве. И постепенно в мохнатую кожицу вырастают огромные. Как вы видите, сейчас мы находимся у вольера с оленями. Это самая многочисленная особь в Беловежской пуще. Около 3000 оленей можно наблюдать в этом лесу. Ну а сейчас мы их наблюдаем в вольере. Это у девочка. У нее вообще не будет этого? Нет. Нет, это у северных оленей есть у девочек и у мальчиков. А вообще благородный олень понятие означает всегда 2. Если до этого мы видели самок оленя, то теперь с большими рогами это самец. А что, они боятся оленей?
Можешь сломать ее пополам? Ну как ты, друг? Ну такие свинки здесь, хрю-хрю. Это не свинка. А кто? Это дикие Кабан. кабаны. Кабан. Проходим другие многочисленные вольеры. Здесь мы видим и зайца, и филина, и еще каких-то ленивцев. Видели и енота. Сейчас мы пришли в ресторан, который находится прямо на территории Беловежской пущи. Мы здесь заказали, конечно же, национальную кухню, драники и мочанка. Заказали драники с грибами, плюс настоечки у нас также местного разлива, березовый сок. Когда вы последний раз пробовали березовый сок? Ну и узвар из черники. Вот, все пробуем, пока все великолепно, правильно? А я расскажи, пожалуйста, на что похожа мочанка? Мочанка, она похожа на такой жульен, который не сильно соленый. То есть там кусочки мяса в таком вот сливочном соусе. И это все является таким дополнением к дранику. Вот вместо сметаны берем вот чуть-чуть, добавляем к дранику и наслаждаемся. Ну и сами драники очень вкусные, горячие, тоненькие такие, прям Нежные, мясные. с пыла с жара. Сейчас пробую березовый сок. Наверное, последний раз пробовал его в глубоком детстве. По вкусу похоже на воду, но немножко подслащенную. Да, не знаю, как оценить. Просто как сладкая водичка. Может быть, у кого-то есть другие замечания, господа, коллеги? Мне напоминает квас. Разбавленный. Квас, я здесь не чувствую брожения никакого. Да нет, знаете, здесь не брожение, здесь небольшая какая-то клейковина есть в самой воде. То есть, я не знаю, когда-нибудь воду с добавлением алоэ пробовали? Ну да, что-то такое. Да, вот. Такая подслащенная водичка получается, да. Ну, в целом интересно. Просто подслащенная, насыщенная. Музей у нас уникальный, так как является единственным в своем роде на территории Республики Беларусь, именно археологически под открытым небом. Аналогов ему на стране больше нет. Музей здесь стоит не случайно. Дело в том, что начиная с 2007 года, более 10 лет, на территории музея под каждым домиком, под каждой дорожкой проходили настоящие археологические раскопки. В результате их было найдено около 75 тысяч артефактов. Но все, что вы видите у нас в музее, это уже новодел копии. Сами оригиналы хранятся в Минске в Академии наук, так как она у нас курировала проект раскопок. Музей представлен несколькими экспозициями, начиная от каменного века и заканчивая уже X веком нашей эры, то есть ранним средневековьем. Ну что ж, пройдемте, пожалуйста, в каменный век. В принципе, кажется, это... Итак, мы сейчас с вами находимся на территории каменного века. Вся эта территория от домиков и вплоть до деревянного моста – это каменный век. Первые люди на территории Беларуси у нас пришли приблизительно 14 тысяч лет назад, именно вот эту юго-западную часть, на территории Беловежской пущи. И жили они как раз-таки тогда в таких конусообразных жилищах, которые называются вигвамы. Вигвамы делали в 3 вариантах. Из коры дерева, чуть поодаль у нас вот из шкур животных, в данном случае это шкуры благородного оленя. И еще чуть дальше травяное такое жилище из сена. Здесь мы видим небольшой загон для скота, ну а тут у нас в частности кролики. Тома, где это мы? Мы
в археологическом музее. Здесь есть загон с кроликами, их там много, они такие милые. Этот голубоглазый. Вопросы заключения войны, либо мира с соседним племенем. А также здесь обязательно собиралось все племя перед началом, либо перед окончанием земледельческих работ. Здесь проводили такой интересный ритуал, как каменную зернотерку, которую он показывал в предыдущем доме. Здесь разбивали на 2 части. Городище наше называется укрепленным не случайно. Дело в том, что когда шли, возможно, заметили. Вокруг него выкапывался искусственный ров в оборонительных целях, насыпали земляные валы, конечно, устанавливался чистокол. Причем чистокол люди старались ставить под наклоном в правую либо в левую сторону. Сделано это было для того, чтобы противнику на него сложнее было забраться. Венчает наше городище оборонительная башня. Конечно, именно на ней размещались мужчины племени, которые в случае опасности предупреждали о ней все остальное население. Фауна. Основными источниками пищи для человека становится олень благородный, олень северный. Животное довольно быстрое, за ними с копьем, конечно, не угонишься, поэтому люди изобретают лук. Лук обычно делали из ясеня, тетиву из кишок животных и сухожилий, также могли использовать растительные волокна. Здесь же у нас снизу представлен еще один предмет для ведения военных действий. Щит. Щит, правильно. Сзади у него есть ручка, потому что часто думаю, что это разделочная доска, либо что-то связанное с кофе. Это зернышко. На самом деле это зернышко пшеницы. Дело в том, что люди верили, что это зародыш, символ зародыша будущей жизни. Такие интересные ассоциации были у наших предков. После прогулки по Беловежской пуще мы приехали на Каменецкую башню, поэтому наша экскурсия не заканчивается. Данная башня имела много функций. Она была и сигнальной, была и дозорной, и оборонительной. На сегодняшний день сохранилось порядка 90% первоначальной кладки от этой башни. Ее высота около 30 метров. К сожалению, сейчас подняться наверх нельзя, потому что понедельник выходной день, а мы приехали именно в понедельник. Но с удовольствием полетаем вокруг нее на квадрокоптере. Спасибо вам огромное за проведенный день с нами. Вы столько дали нам полезной информации. Везде погуляли. Действительно отличный день. Ребята говорят, что это вообще был один из самых лучших дней у нас в Беларуси. Но если вы также хотите отправиться в экскурсию по Беловежской пуще, то ищите контакты Екатерины в описании под видеороликом. Сегодня мы решили поужинать в ресторане, который называется Ава. Он ориентируется на вкусном кофе, на модных блюдах. Нам уже принесли 2 салатика. Это с ротмом и яйцом пашот. И также салат цезарь. Помимо этого мы заказали 5 различных напитков. У Али представлен латте с мятным вкусом, а у меня сырный рам. Попробую его прямо сейчас. Вкусный. Кстати, обычно сырный рам, он, знаете, такой жирненький, а здесь он более сладкий и легкий и насыщенный. Как вы все знаете, один из моих самых любимых напитков — это бамбл. Это что-то похожее, это типа эспрессо тоника. Очень вкусно, потому что умные ребята знают, что надо добавить карамельный сироп и подсластить пилюлю. Им это удалось. Рекомендую. Пробуем салатики, пробуем различные блюда, закуски. Вот это у нас тост с яйцом и авокадо и лососем. Как вы могли заметить. Ну, собственно говоря,
Все ингредиенты вкусные. Также мы пьем различные напитки, как говорил уже Тома. И у меня матча джос. Необычного цвета, поэтому есть подозрение, что здесь сок либо смородиный, либо черничный. Ну, в целом необычный напиток. Сладкий, но на матчу не очень похож. То есть для тех, кто матчу не любит, можете заказывать пробовать. А для тех, кто сок любит, тоже можете заказывать пробовать. Это просто оладьи с цукини. Очень нежно, тает во рту, приятный сметанный соус вместе с укропчиком. Рекомендую вам обязательно попробовать это блюдо в этом ресторане. Знаете, вот я раньше не понял, почему вот одна маленькая печенька может стоить 100, 150, 200 рублей, ну и дороже. Вот. А потом я как-то втянулся в этом макарунце и вообще прочувствовал, что это такое. Вот мы решили попробовать, а что же такое макарунцы в этом ресторане. Ну и сейчас попробуем. Я взял мятный, вот здесь вот миндальное тесто, внутри хорошая такая освежающая мятная начинка. Я думаю, что это отличный дуэт кофе. После ужина мы пришли на главную улицу города Брест, на улицу Советскую. Это что-то типа нашего Арбата. Здесь очень много людей гуляют, играют на музыкальных инструментах, много различных магазинчиков. И еще одна традиция этого города – это то, что каждый вечер сюда приходит знаменитый брестский фонарщик и зажигает фонари. Все это происходит в определенное время, есть расписание. И за этим можно наблюдать, и многие сюда приходят, чтобы посмотреть эту картину, чтобы потрогать его на удачу, сделать с ним фотографию и наблюдать это своими глазами. Это который включает эти. Нет, работает? Например, сегодня он приходил ровно в 20:00. Люди знают это время. Есть специальные часы, которые показывают время, во сколько придет фонарщик. И местная округа, туристы собираются для того, чтобы посмотреть за этим ритуалом. А это не что иное, как именно ритуал, потому что какого-то функционального смысла в этом уже нет. Но с 2009 года вот этот вот мужчина, который попал в кадр без выходных, без отпуска, каждый день приходит сюда для того, чтобы исполнить волю жителей и зажечь эти фонари. Да, и мы рады, что стали свидетелями этого события. По стилистике документ кажется, как будто это какой-то старинный акт, но если обратить внимание на дату, 2009 год от Рождества Христова, то есть, в целом не так давно. Но с тех пор фонарщик не менялся. Вот все один и тот же человек.
тоже посмотрела, как фонарщик зажигает эти фонари, всего 17. У него на это уходит примерно полчаса. Здесь собирается огромная толпа туристов, чтобы посмотреть на него. Он, знаете, здесь настоящая знаменитость. Но он такой, знаете, доброжелательный. И даже, посмотрите, со мной сфотографировался. После прогулки по главной улице мы пришли в необычную кальянную с интересной концепцией и атмосферой. Давайте пройдем и посмотрим. Жил один очень маленький мальчик, ему было лет 10, и он очень любил играть в футбол. И как раз футбольные ворота были нарисованы на этом здании. Вот. И спустя время он вырос и решил открыть здесь бар. Вот. И его такая детская мечта сбылась. Поэтому здесь теперь у нас его бар. Расскажите, пожалуйста, еще о концепции меню. То, что вот я поняла, что это не просто название книг, да? А еще не имеет некую историю. Вот, например, как вы рассказывали про Генриха. Да, мы все наши авторские коктейли, они связаны с книгами. Это связано либо какая-то история коктейля, ингредиенты. То есть все, между всем есть взаимосвязь какая-то. Вот как также 12-я ночь. Почему там фиалка? Потому что любимый цветок Шекспира — это как раз-таки фиалка. И он часто упоминал о ней именно в этом произведении. Кто у вас придумывал это? Меню, вот это данное меню придумал наш барменеджер Давид. Внизу он готовил вам эти коктейли. Потом, если что, спуститесь, познакомитесь с ним. Очень талантливый парень. Друзья, надеемся, что вам понравилась наша прогулка по Беловежской пуще. Обязательно сюда приезжайте и путешествуйте по этим красивым местам. Но с городом Брест мы еще не прощаемся. В следующем выпуске мы вам покажем, конечно же, Брестскую крепость. Поэтому не переключайтесь, смотрите наши выпуски до конца. Любые вопросы пишите в комментариях. Всем пока! Всем до новых встреч!